Сегодня Россия оказалась в серьезном политическом тупике. Персоналистский режим подходит к своему пределу. Война не выигрывается, автократ не становится моложе. Так или иначе, конец существующей системы не за горами. Самый простой и безопасный для всех путь – смена власти на выборах, но сейчас он практически невозможен. Если прикинуть, то самые вероятные варианты развития событий – либо бюрократический переворот формата, что президентом становится премьер-министр, и дальше система входит в большой и сложный кризис, из которого неясно в каком виде выходит, либо раскол элит и деконструкция режима, либо массовые протесты по какой-либо причине и тоже деконструкция режима. Или сочетание всех этих факторов с тем же итогом. Но поскольку этот момент, видимо, произойдет не в мирное время, а в военное, то есть еще одна вероятность – военный переворот. Этот способ смены власти особенно популярен в Латинской Америке, а вот для наших широт он скорее экзотика. Но сейчас идет война, противоборствующие стороны угодили в позиционный тупик, и российская армия не особо довольна своим положением. Может ли это недовольство вылиться во что-то более серьезное, чем записанное на телефон обращение? Давайте сегодня поговорим о том, возможен ли в России военный переворот. Сначала разберемся с причинами, исходя из которых военный переворот в России не очень вероятен, и эти причины объясняются тем, как формировалась российская, а тогда еще советская армия. Дело в том, что в нашей стране армия уже почти 100 лет не является политическим субъектом. Эта история для нее полностью закончилась еще в 30-х годах прошлого века, и связано это с генезисом советской власти. В результате борьбы в партийной верхушке большевиков власть захватили вовсе не те, кто силой брал Зимние и другие органы управления в Петрограде, и не те, кто с шашкой на коне шел на белогвардейские пулеметы, увлекая за собой солдат. Даже не те, кто глаголом жег сердца людей и мог целый вражеский гарнизон перетянуть на свою сторону с помощью одной лишь харизмы. Не те, кто делал революцию, побеждал в войне и силой подчинил огромную страну. К началу 30-х годов власть всецело оказалась в руках аппаратчиков. Сталин не мог вдохновлять массы своим косноязычием и уж тем более внешним образом. Низенький рябой мужичонка с пережитой в детстве оспой, которая навсегда его изуродовала. Никакие дивизии он за собой не водил. И должность у него была невидимая – генеральный секретарь. Уже потом, при Сталине, она станет синонимом императора СССР. Но в базе своей она полностью отражает свое невзрачное название – начальник аппарата партии. Командир скрепок, генерал регламента, вождь расписания, главнокомандующий бумажек с печатью. Именно это и привело Сталина к власти. Не борьба на полях гражданской войны, не харизма, а манипуляции с регламентом, возможность кому-то дать слово на съезде, а кого-то задвинуть. С помощью таких нехитрых действий он быстро составил бюрократическую верхушку партии и страны из своих людей. Таких же тихих бюрократов, которые производят бумажки и бумажкам подчиняются. Не задвигают речи, но все решают в тишине кабинетов, формируя сложные союзы и заговоры. Сталин создал класс номенклатуры и стал в нем номенклатурщиком номер один. Для таких людей армия – главный и первый враг, ведь решивший взбунтоваться комдив не будет перетягивать на свою сторону делегатов съездов в буфете, а приведет солдат в Москву и перевешает всех этих тонкошеих вождей так быстро, что они и пикнуть не успеют. Заговор генералов, непосредственно командующих людьми, вооруженными людьми, это страшный сон для верхушки такого режима. Любые мысли военных о политике, хоть и какой-то самостоятельности, любые их предположения о реальной силе армии Сталину нужно было устранять превентивно, выжигать на корню. Армия в его режиме должна была существовать только в запуганном до икоты виде, и никак иначе. Именно это Сталин делал во время Большого террора 1937-1938 годов, де-факто уничтожив командный состав армии. Из 767 офицеров в звании от камбрига до маршала были ликвидированы 444, и еще 59 прошли через следствие, пытки и лагеря. Происходило все это с 1937 по 1941 год. Если для остального начальства репрессии в эти годы были массовыми, то для армейской верхушки были почти поголовными. Страна очень дорого заплатила за эту политику в начале войны, к которой армия подошла с неоднократно репрессированным командованием. Но своей цели Сталин достиг. Люди в армейских погонах стали бояться собственной тени. Бояться настолько, что ни для каких мыслей о политике места в голове не оставалось. Армия стала просто инструментом, послушным до раболепия. Она перестала быть актором.
После победы в Великой Отечественной войне у руководства СССР появилась новая головная боль – популярные и авторитетные генералы выигранной войны. Народ их любит, элиты уважают, войска им преданы. Мало ли что им в голову взбредет. Может, маршал Победы решит, что больше подходит для управления страной, чем Сталин. Советское правительство приняло меры. Жукова отправили в Одессу бороться с преступностью, Рокоссовского в Польшу, а армию в целом переустроили так, что она не имела никаких собственных ресурсов и рычагов влияния на общество. И чтобы армия не имела руководства, популярного в обществе и среди военных. В следующие 2 десятилетия после войны армия быстро деградировала. На руководящие должности приходили фронтовики, герои войны, обладавшие безупречным моральным авторитетом. Они за страну кровь проливали, они до Берлина дошли. Но очень многие из них не имели специального образования, не только академиев не кончали, но даже школьный аттестат был не у всех. Дослужившись на войне, скажем, до капитана, в мирное время они продолжали военную карьеру, становились командирами бригад и других подразделений, но лишь приблизительно понимали задачи армии в мирное время. А вот выпускники командных училищ не могли продвинуться по службе в обход этих заслуженных фронтовиков. Со временем армия стала полукомичной, вечно недофинансированной структурой, в которой все держится на отрицательном отборе и показухе. Квадратные сугробы, крашеная трава и традиционные портянки. Твердолобые прапорщики, отдающие приказ копать от забора и до обеда. Еще один признак того, насколько армия в России изолирована от общества и власти, бывших военных в руководстве страны почти нет. Редкий генерал пробьется хотя бы в депутаты, не говоря уже о губернаторах или, например, о полпредах. Армейская иерархия не встроена в вертикаль власти. Если человек начал делать карьеру в армии, там он и останется до самой пенсии. Какой-нибудь ФСБшник или полицейский может, выйдя на пенсию, стать, например, начальником службы безопасности какого-нибудь банка. Но военные там не нужны. И даже война ничего в этом смысле не изменила. Ветераны СВО не делают карьеру во власти, чтобы там не болтала пропаганда про новую элиту. С началом полномасштабного вторжения в армии так и не появилось ни одного популярного военачальника. Был, конечно, Пригожин, но он совершенно особый случай. Само появление группы «Вагнер» – симптом положения армии в государственной системе России. Только там, где военным не доверяют и ни в грош их не ставят, могла появиться пара-милитари структуры с теми же функциями и задачами, как и у армии. И руководил ею отбитый на всю голову уголовник, зато свой. В итоге свой Пригожин решился на настоящий мятеж. И то, что он передумал на подступах к Москве, не отменяет старой истины. Если разозлить толпу вооруженных людей, создать им дискомфортные условия, а потом продемонстрировать собственную слабость, жди неприятностей. Был еще Суровикин. Он должен был просто принять непростое решение и сдать Херсон, но внезапно начал набирать очки популярности. А еще у него были порочащие связи с мятежниками. Это все слишком большой ресурс для армейского генерала. После Пригожинского бунта он пропал с радаров и теперь работает с документами в закрытых помещениях. Так что власть вполне себе понимает, откуда может прилететь, и старается все контролировать. Влезает во внутриармейские дела, принимает не только стратегические решения, но даже тактические. Следит, чтобы недовольство ходом войны среди военных не нашло себе выхода. Все выглядит так, что и сейчас армия в России не является политической силой. А вот кто является, так это другие силовые ведомства. У них действительно есть влияние, контроль над целыми отраслями экономики и аппарат насилия, которые они по закону могут применить в гражданской жизни. Конечно, для персоналистского режима опасны любые силовики, которые сумеют стать достаточно влиятельными. В нашем случае это будет скорее не армия, а какой-нибудь ФСБ или МВД. В России все закручено вокруг полиции и спецслужб, которые постоянно конкурируют друг с другом. То таможню делят, то гребут под себя ресурсы. И все время меряются влиянием. Задача центральной власти – эту борьбу стимулировать, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не вышел победителем. Для этого можно из одной структуры выделить другую, как Следственный комитет из Генеральной прокуратуры. Потом стравить их между собой, потом затеять реформу, переименовать, слить что-нибудь с чем-нибудь еще, чтобы представители структур все время грызлись и не тянули руки к власти, которая им не положена. А армия тут ни при чем. Ее просто нет в этом уравнении, она не участвует. С другой стороны, всегда остается возможность коллаборации спецслужб и армии. У одних оружие, опыт и желание вернуться домой не в пакете, а у других легитимная власть среди гражданских и ресурсы. Тут могут быть любые комбинации.
Но есть же причины, которые делают военный переворот в России возможным. Разумеется, есть, и первая из них – наличие воюющей армии. Сотни тысяч вооруженных людей, обученных с этим оружием обращаться, имеющих опыт его применения, не на стрельбище или в симуляторе, а в реальных боевых условиях против настоящих живых людей. Пропаганда и реклама службы по контракту рисуют такую глянцевую картинку. Мол, вот они, российские военные. Все в новенькой современной экипировке, в руках бластер, за плечом верный дрон, в глазах патриотизм и готовность навести порядок во всей галактике. Рус у солдата облика морали. И, конечно, наши парни знают, за что воюют. То против третьего туалета, то за русский город Одессу. Начнись эта война лет 30 назад, мы бы могли даже поверить в этот образ. Но сейчас в доступе гигабайты видео, которые не покажут по телевизору. Мы видели записи с регистраторов, с камер наблюдения, из дронов, слышали снятые на телефон обращения и жалобы. Нет там никаких героев. Там в лучшем случае измученные люди, одетые не по погоде, загнанные в окопы, уставшие и злые. Среди них все больше дезертиров и отказников, для которых созданы целые нелегальные тюрьмы. Они не верят в невнятные цели СВО. Они знают, что эту войну им не выиграть. Они понимают, что о них вытирают ноги, заставляя их безо всякой цели и смысла сидеть в окопе в Запорожской области, терять там здоровье, товарищей, и все это ни зачем в чужой стране. Единственное, что мешает этим людям оказаться наконец в комфорте и безопасности – руководство страны, которое хочет продолжать войну, которое не пускает их домой, гробит их жизни впустую. Путину невыгодно заканчивать войну. Ведь военные вернутся с фронта в своей части, вернутся с убеждением, что их использовали и выбросили. Это будут люди, умеющие убивать и здорово обиженные на власть, в стране, по которой расползлась масса нелегального оружия. После военных зарплат им придется заново привыкать к обычному окладу в 20 тысяч рублей, что их точно не обрадует. Военные и сейчас представляют собой базу для потенциального мятежа, но когда война закончится, эта проблема усугубится критически. Вторая причина, по которой переворот может, вопреки всему, стать реальностью, это качество нынешней российской власти. Политологи говорят, что власть, которую можно свергнуть с помощью переворота, обладает несколькими признаками. И один из важнейших – централизация власти. Здоровый федерализм обычно здорово страхует власть от подобных атак. Как ты свергнешь власть, если она распределена по регионам? Вот, например, США. Возьмешь ты штурмом здание Конгресса, и что? Там нет никакой иглы Кощеевой, никакой абсолютной власти. Ее вообще нет нигде, потому что власть распределена между множеством акторов – Верховным судом, Сенатом, Конституцией, президентом, губернаторами штатов, муниципалитетами. А вот у нас есть и Кощей, и игла, в которую он собрал всю до капли власть в стране. Устроил так, чтобы без него ни один туалет в деревенской школе не построился. Связал все нити в один узел. Еще один признак власти, которую можно свергнуть военным переворотом, это если она теряет легитимность. Если ты солдат и тебя посылают на смерть, важно быть уверенным, что посылающий не хрен с горы, что он отдает приказ по праву. А если командовать берется дед, который уже явно не вывозит, который даже выборы нормально выиграть не может и рисует тоже неубедительно, то кто он вообще такой, чтобы решать, кому жить, а кому умирать? Практика показывает, что в другую сторону воевать безопаснее и веселее. Ни укрепления, ни сопротивления, ни потерь не предвидится. А профит можно получить немалый. Главное, трубку не брать, особенно если звонят с белорусского номера. Хочу отдельно пояснить, что в этом ролике я не пытаюсь предсказать, как сложится будущее. Я не знаю, будет ли военный переворот в России. А если будет, то когда, кто его возглавит и чем он закончится. Сегодня мы с вами просто рассмотрели разные сценарии, каждый из которых не является невероятным. Предпосылки для военного переворота в России имеются. Обстоятельства, препятствующие перевороту, тоже есть. Но сама динамика ситуации указывает, время работает против режима. Чем дольше идет война, тем больше недовольных и в армии, и в обществе. Поражения на фронте могут привести к массовому дезертирству и взрывному росту недовольства. Любая победа способна создать фигуру авторитетного военачальника, не обязательно генерала. После какого-нибудь брусиловского прорыва может появиться свой Брусилов, и если у него будут интересные идеи, вполне может повториться марш справедливости. С сегодняшнего дня кажется, что такой мятеж может привести к смене режима, но маловероятно, что он приведет к установлению военной хунты. Армия безо всяких рычагов влияния вряд ли сможет воспользоваться своей победой, а вот спецслужбы смогут еще как. Опыт множества военных переворотов показывает, что это вообще ни разу не желательный способ смены власти.
Иногда военные и правда быстро передают власть гражданской администрации, которая начинает процесс демократизации. Но в других случаях победа армии может означать, что в стране на годы, если не на десятки лет, установится диктатура. И это совсем не то, что нужно России спустя десятилетия персоналистской автократии. До завтра!